Добрый день, друзья! Сегодня 8 марта. Будем делать настольную прививку в расщеп секатором. Для этого мы будем использовать такой секатор. Ну и также нам потребуется изолента, подмоточная лента, сам, так сказать, подвой, который мы предварительно уже секатором, если вы заметили, срезали. Вот. Сейчас мы его намочим в растворе гетероуксина. Также у нас есть здесь заготовленный привой. В данном случае это привой у нас Владыка Ночи. Будем прививать. Владыка Ночи 2% гетероуксин. Так, мочим нашу почечку. Не мочим, только срез. И здесь только срез. Все. Теперь наша задача. Вставляем вот такое прилегание у нас. И начинаем подмотку. Подмотку осуществляем изолентой. Сейчас поставим на паузу, пока подмотаем. Так, на стыке мы сделали изолентой. И также подматываем такой китайской вот лентой, как она называется, подмоточная лента, для более плотной утяжки, изоляции. Обматываем торец. Ну и в принципе на этом все. Настольная прививка у нас готова. Ставить в воду наш черенок. Тут, если вы заметили, мы уже сделали на саженец с закрытой корневой системой, которого, если вы видите, наблюдаете, вот тут корни уже имеются. Это прошлогодний саженец. В двухлетнюю древесину был привит сорт Аватар, то есть, извиняюсь, Арарат. Аватар мы уже привили. Вот почечка, ну видно по цвету отличается. Подвой, привой красный. Так, и теперь у нас еще имеется щиток материала Лиса, это кишмиш, которым мы будем прививать сейчас вот в этот саженец. Вот у нас почка. Это место мы уже протерли предварительно. Ставим позиционирование, делаем на камеру, чтобы было видно. Вот, например, посередине, вот видите, ставим вот наша почка. Ставим посередине. Вот так вот. Готово. Если вы заметили, на срезе выступила сок. Сейчас подбираем наш сорт Алиса сюда. Вот, имеем вот такое прилегание. И делаем подмотку. Делаем подмоточку аккуратно, не спеша. Делаем подмотку китайской этой лентой. Вот, сделали мы подмотку, загерметизировали срез, вывесили нашу бирочку с названием Алиса, дата
2% гетеророксин. Так, что я хотел показать. Когда заносите с погреба под прививку на саженец, вам нужно дождаться такого пробуждения почек на саженце. Видите, вот уже чешуйки открылись. То есть сокодвижение началось. Вот. А привойную часть достаточно вымочить 2 часа, ну, до суток в воде. И потом делать прививку. Сейчас это место у нас будет ставиться на стратификацию, более теплое место, до батареи. И будем ждать пробуждения этой почки. Также этой почки. В данном случае арарат вот у нас. Вот если вы заметили, смотрите. Видите, вот уже капелька появилась. Смотрите, вот она уже мокрая. Вот уже пошла пасока. То есть ствол, саженец работает. Такие дела. Сейчас убираем все это в теплое место и будем ждать пробуждения. Занесли домой выращенный в прошлом году контейнерик, куст. И вот смотрите, за сутки набралось виноградный сок. Ну так по количеству примерно ложки 1,5, наверное. Может быть даже, ну, где-то 1,5 есть. Так что виноградный сок. Саженец был занесен с целью прививки в штамп. Уже 2-летняя получается древесина. Это прошлогодний прирост. Будем сюда прививать. Так что вот стоит на адаптации. Ждем. Почка, видите, если вы заметили, уже просыпается. Через несколько дней будем делать прививку. То есть нам нужно, чтобы сокодвижение здесь пошло. Ну, оно и видно, что пошло уже тут. Вот видите. Сокодвижение какое интенсивное. То есть вот вчера буквально оно начало бежать, и вот за сутки набежало. Так, друзья, и вот растопили мы парафин. Если вы видите, 81 градус примерно температура. Вот. Значит, теперь наша задача взять наш привитый череночек. В данном случае у нас владыка ночи, да. Берем водичку, парафин, окунаем и в водичку быстро холодную. Вот. Можно, в принципе, еще раз. Так, охладили. Все, почечку нашу запарафинировали. И теперь дальнейший процесс у нас какой? Парафинчик отставляем в сторону. Будем этот черенок ставить на стратификацию, ложить. То есть таким образом мы сейчас, ветерок у нас дует, ложим череночек. Есть у нас для этого зафаренное кокосовое волокно. Засыпаем. Вот оно должно быть влажное, но не мокрое. Так, вот мы насыпали тут кокосовое волокно, субстрат так называемый. И теперь наша задача вот это так плавно обмотать почечку. Значит, замотать в этот субстрат ее. Вот. Все, готов у нас брикет. Значит, мы должны будем ждать появления вот такого вот калюса. То есть вот этот черенок был вытащен из такой вот пачки. Вот. Почка уже начинает наклевываться, калюс уже появился. И вот как результат, смотрите, уже высажен стаканчик. Вот настольная прививка.
результат. Значит, прибой прижился, пошел прирост и поставлен на укоренение. Ну, вкратце все о настольной прививке. Температура сертификации в части, где прививка у нас выполнена. Если вот смотрите, кстати говоря, видите, вот калиус выступил как. Калиус выступил. Тут у нас тоже секатором делалась прививка. Значит, температура в этой части должна поддерживаться в порядке 26-27 градусов. А пяточная часть будет свисать с котла. То есть мы положим вот эту часть на котел или на батарею, если у вас батарея вот так. Эта часть будет свисать. И все, и ждем появления в месте среза калиуса. То есть это у нас займет порядка 2-3 недель. После этого будет высаживаться в контейнер. Еще хотел показать подробнее. Эта прививка делалась у нас секатором, U-образный нож, а это делалось в расщеп. Видите, вот калиус вылез. Вот его видно с одной стороны. Также с другой, смотрите, зарос уже аж вот сюда начал вылазить. Вот. Стопроцентное получается срастание. То есть заполнил калиус с двух сторон и полностью вот эту полость. Такого нужно добиться результата. Все. Вкратце о настольной прививке. Если у вас есть какой-то дорогой сорт, куплена почка за хорошие дорогие деньги, большие деньги, то можно воспользоваться и сделать вот такую вот прививку. Тем самым вы получите к весне уже готовый саженец, который высадите в конце мая-июня месяца. И до осени получите продуктивный мощный саженец. Всем удачи, прививайте, дерзайте. Встретимся в новых видео.